В архитектурной визуализации нам очень важно делать задачи быстро. И один из таких плагинов, который сильно ускоряет работу, является Cine. После того, как вы установите Cine, у вас появится вот такое меню. В этом выпадающем списке есть множество разделов. Каждый раздел отвечает за свой набор скриптов. Мы их рассмотрим все по порядку и начнем с самого первого — Ignite. В этом разделе собраны начальные инструменты для работы с этим плагином. Самые базовые, самые простые, как раз то, что нужно для того, чтобы начать. Мы с вами рассмотрим все функции по порядку, но для того, чтобы это было наглядно, нам нужно создать тестовую сцену. В Cine есть специальная кнопка, отдельная функция для того, чтобы эту тестовую сцену создать. Находится она вот здесь. Когда мы ее нажимаем, у нас в начале наших координат генерируется тестовая сцена. Каждый раз соотношение вот этих объектов, оно разное. То есть это не одна и та же, это просто генерируется каждый раз что-то новое. Вначале рассмотрим блок, который посвящен работе с вьюпортом. Здесь мы можем переключаться между различными режимами отображения наших объектов во вьюпорте. Самый первый режим — режим Display as Box. Он отображает все наши объекты в виде боксов. Если у вас слабое железо, в частности слабенькая видеокарта, то таким образом вы можете разгрузить вашу видеокарту и прогрузить какую-то большую сцену. Дальше у нас режим отображения нашей сетки, то есть все объекты отображаются в виде сетки. Дальше у нас режим отображения объекты в собственных материалах. Поскольку здесь нету ни одного материала, то объекты отображаются с тем цветом, который на них назначен. Дальше мы можем увидеть наши объекты в смешанном режиме, когда отображаются и материал, и сетка. Режим Clay, всем известный, отличная штука. Если не пользовались, то попробуйте. Вернем к стандартному отображению. Функция Reset View. Она сбрасывает наш viewport до стандартных настроек. Если вы тут чего-то накрутили, или даже более того, накрутили в разных viewportах, то с помощью этой кнопки можно все сбросить к стандартным значениям. Функция Pro View позволяет убрать лишние иконки из вашего рабочего окна. На самом деле перед записью видео я поскрывал все плагины, все скрипты, которые были у меня тут добавлены, но если у вас их много, то с помощью кнопки Pro View мы можем удобно это все скрывать во время работы. All View переключает между различными раскладками viewport. Если вы знаете, в этом разделе у нас есть вкладка Layout, где мы можем выбрать разные варианты раскладки вьюпортов. Так вот, с помощью этой функции мы можем довольно удобно их и быстро переключать. И опять же, если мы хотим вернуться к стандартным настройкам, нажимаем Reset View. Следующая функция отвечает за отображение материала. Отображать или не отображать материал на объектах. Поскольку у меня материалов нет, для наглядности я создам стандартный материал и добавлю ему чекер. Сделаем размер чекера немножко мельче. И назначим этот материал на какое-то количество объектов. Теперь с помощью данной функции мы можем включать или выключать отображение наших материалов. Следующая кнопка позволяет нам включать или выключать отображение источников света. Создадим стандартный Corona Sun и какой-нибудь искусственный источник света. С помощью данной функции мы можем скрывать или, наоборот, активировать отображение наших источников света. Следующая функция то же самое, только с камерами. Добавим стандартную корона-камеру. Сделаем даже их две. И с помощью этой функции мы можем включать и отключать видимость наших камер в сцене. Функция довольно удобная, когда у вас много камер.
Особенно это актуально для интерьерной визуализации, да и в принципе для экстерьеров тоже часто пригождается. Данный блок посвящен работе с анимацией. Базовые настройки, самые простые. Здесь мы можем регулировать частоту кадров, 10 кадров в секунду, 25, 30 и так далее. С помощью этих двух значений мы можем регулировать длину нашей временной линии для анимации. Мы можем задать 1000 кадров, и временная линия увеличится до 1000 кадров. Чекбокс Real Time также активно используется в анимации. Для того, чтобы продемонстрировать, что это такое, поставим 60 кадров в секунду. Нашу временную линию сделаем длиной в 10 секунд. То есть 600 кадров длина нашей временной линии. Если мы отключим эту функцию, запустим анимацию и попробуем измерить время, за которое пробегает этот бегунок, то здесь будет не 10 секунд. Обычно здесь или больше, или меньше, но в общем не 10 секунд. Функция Real Time исключает из просчета какое-то количество кадров для того, чтобы наш этот индикатор пробегал ровно за 60 кадров в 1 секунду. То есть если мы сейчас запускаем, видим, что он идет плавно, и он пройдет свой путь ровно за то время, которое у нас указано. Следующий блок посвящен работе с камерами. Когда вы в первый раз запустите Cine, то здесь будет написано, что не найдено ни одной камеры в сцене. С помощью функции «Заблокировать все камеры» мы можем их зафиксировать. Для наглядности покажу, что фиксирует он в этом окне. Это можно делать вручную, но поскольку это скрипт для ускорения работы, с помощью одной клавиши мы можем выделить сразу все чекбоксы. Точно так же можно быстро разблокировать все камеры с помощью следующей кнопки. Довольно удобно. Дальше функция позволяет выбрать текущую камеру. Для того, чтобы ее продемонстрировать, нужно, чтобы во viewport какая-то камера была выбрана. Например, выберем корона камера 1, и с помощью нее ее можно выбрать. Вот здесь, как видите, у нас не выбрано ничего, но нажимая на эту функцию, мы выбираем нашу корону камеру. Если бы у нас здесь была корона камера 0.2, то мы также можем быстро переключиться и быстро выбрать именно нашу камеру. Этот блок показывает единицы измерения, которые у нас активированы. Вы все хорошо знаете, что установить единицы измерения можно в Unit Setup, и, соответственно, эта информация дублируется и в Cine тоже. Display Unit Scale отображается здесь, System Unit Setup отображается здесь, System Scale. Для того, чтобы наглядно объяснить, данный набор кнопок я бы разделил на несколько блоков. По парам у нас делятся вот эти кнопки. Ну, в принципе, по изображению, по иконке можно понять, что между ними есть какая-то связь. Вот этот, вот этот, вот этот. Отдельный блок мы уже затронули с созданием тестовой сцены. Сейчас еще вернемся. Отдельный блок, посвященный MaxScript, и вспомогательный блок. Сбросим наш viewport с помощью Reset View. Первая функция позволяет копировать назначенные на объект модификаторы. Например, добавим на этот бокс chamfer, сделаем его не очень большим, но прежде добавим отображение сетки. Абсолютно минимальный chamfer. Добавим количество сегментов. И сделаем, чтобы группы сглаживания назначались корректно. Дальше. С помощью этой функции мы можем скопировать список модификаторов, который назначен на объект, и перенести его на другой с помощью следующей кнопки Past. Вставлять можем несколько раз
Более того, мы можем выделить несколько объектов и назначить сразу же на несколько объектов в режиме instance. Следующая функция позволяет скопировать материал и перенести его на другой объект. Например, возьмем материал с этого чайника и перенесем его на другой чайник. Или перенесем на эту белку. Поскольку на белке нету текстурных координат, тут ничего не отображается, но если мы добавим текстурные координаты, то все хорошо видно. Дальше функция копировать, вставить уже сам объект. Копируем, например, этот чайник и вставляем его в сцену. Понятно, что поскольку тут дубль, да, мы нажимаем на переименование. Но самое интересное применение вот этих функций заключается в том, что модификаторы, материалы и объекты мы можем переносить между разными файлами. Конечно, очень удобно это делать внутри файла, но чаще всего нужно взять что-то из какого-то предыдущего проекта и перенести в наш текущий. Поэтому возьмем, например, эту белку, скопируем. Я уже заранее открыл чистый Max. Открываем также синее, наше же окно, и с помощью команды past вставляем в нашу новую сцену. Важно отметить, что здесь еще копируется не просто объект, а еще с его координатами. Это тоже очень важно, когда вы работаете с кем-то в рамках одного проекта, и нужно что-то скопировать в определенную точку. Точно так же на эту белку мы можем перенести наш модификатор UVW-Map. Прекрасно скопировался. И точно так же мы можем перенести материал из другой сцены в нашу актуальную сцену. В общем, великолепная функция, я ей постоянно пользуюсь, потому что, как я уже сказал, часто приходится таскать объекты, материалы из одной сцены в другую, и, в общем, Синий с этим прекрасно справляется. Следующая функция поможет, если вы работаете в старом редакторе материалов, так называемый Compact Material Editor. Clear позволяет очистить наш редактор материалов. Fetch — это взять материал с объекта. Если вы то же самое сделаете в Slate Material Editor, то, к сожалению, ничего из этого не получится. Вот, ну, не знаю. Я с Compact Material Editor не работаю, но, может быть, кому-то пригодится. Следующая функция Hold и Fetch. Если коротко, то это можно назвать бэкапом нашей сцены. Прежде чем мы возьмем какое-то количество объектов, мы нажимаем кнопку Hold. Дальше мы берем, чего-то делаем, вносим какие-то изменения, например, такие. И на каком-то этапе, например, мы там что-то сконвертировали в поле, и назад откатить мы уже не можем. Нажимаем кнопочку Fetch, и наша сцена подгружается к тому состоянию, которое мы сохранили. Ну, не знаю. Может быть, кто-то пользуется этой функцией. Я обычно предпочитаю постоянно делать, во-первых, сохраняться, во-вторых, делать бэкап. Раздел для создания тестовых сцен мы частично уже рассмотрели. И также можно сделать тестовую сцену, состоящую из сплайнов. Функция последовательного сохранения делает такую интересную вещь. Она не просто сохраняет файл, а после сохранения оставляет вас в последнем актуальном. Например, вот посмотрите, да, на название файла Ignite03. И если мы нажмем «Сохранить», то он сохраняет и перекидывает нас в последнюю копию, в данном случае уже 0.4, следующая 0.5. То есть предыдущая остается без изменений, а мы продолжаем работу в следующем файле. Довольно удобно. Команда Scale позволяет добавить в сцену эталонный объект, который выглядит в виде человека. С помощью этого человека можно сориентироваться в масштабах нашей сцены и как-то откалибровать наши объекты.
Удобнее всего добавлять этих людей в экстерьерах, когда вам нужно расположить какое-то количество людей на плоскости. Данный блок посвящен работе с MaxScript. В уроках по Сине мы не будем касаться MaxScript. Может быть, потом когда-нибудь я запишу уроки. Но для общей картины скажу, что эта функция открывает само окно, где мы можем писать наши скрипты. Эта функция многим знакома, например, когда мы используем Corona конвертер. Когда мы конвертируем наши материалы, у нас появляется такое окошко с результатами конвертации. С помощью функции clear мы можем это самое окно очистить. Еще интересная функция props, он показывает свойства нашего объекта, тоже в виде MaxScript. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, расскажите про свой опыт использования этих инструментов. Будет интересно обсудить. В следующем видео мы рассмотрим блок PlayBlast и Object Tools.